Друзья, всем южнокорейский привет! Всем привет! Мы в городе Пусан. И ближайшие 2 дня мы проведем в этом красивом городе, посмотрим самые интересные достопримечательности. Мы находимся в городе Пусан, заселились в отель, который называется The Moose. Рядом проходит небольшая стройка, поэтому немножечко шумно. Но это никак не влияет на проживание в нашем отеле, потому что закрываем дверь и ничего не слышно больше. Ресепшн нашего отеля быстренько, без проблем заселили, никаких анкет заполнять не надо. Увидели наш резервейшн на букинге и отдали ключ от номера. Здесь план отеля. Давайте его немножко подробнее рассмотрим. Это ресепшн, где мы сейчас с вами находимся, работает 24 часа в сутки. Дальше номера со 2 по 11 этаж. Sky Lounge, здесь проходят завтраки. И 13F это у нас rooftop. То есть это, видимо, есть какая-то обзорная. Также в будущем здесь планируют запустить стойку селф-сервиса, когда вы сможете регистрироваться в отель сами, без помощи администратора. Сейчас это очень популярно по всей Корее. На ресепшене есть еще банкомат, поэтому никуда бегать не надо, можно снять деньги прямо здесь. Часто встречаем такой аппарат. Не знаю точно, что это за оборудование, но есть предположение, что это что-то освежитель воздуха или увлажнитель воздуха, точнее. Просто здесь и отдушка есть, и получается сам процесс увлажнения воздуха. Также на ресепшене есть столики, они здесь стоят не просто так, а потому что здесь есть магазин 7-Eleven. Давайте пройдем, и я вам его покажу. Я думаю, что многие знают 7-Eleven. Чем он нам нравится? Тем, что здесь есть очень много готовых блюд. Мы покупаем что-то типа такого, дамплинги иногда берем вечером, когда не идем в рестораны. Также можно взять какие-то напитки. Внутри пакетик, это, знаете, как одноразовый кофе, там 3 в одном, горячий шоколад, чай. И сразу же здесь стоит вода, вы можете ее набрать и сделать себе напиток. Также есть обычные напитки, микроволновая печь, чтобы погреть себе кушать, различные снеки. Я думаю, что если вам интересны цены, вы можете приостановить и посмотреть их. Вот, например, дошираки. Есть от 800 вон до 5-7 тысяч. Сейчас хочу вам показать какой-нибудь из тех, что мы пробовали. Вот за 1800 неплохой. Немножко островатый, но очень вкусный. А так, видите, есть и за 1000, и за 3500, и за 950, вот, например, есть. Ну, то есть выбор всегда в 7-Eleven. Он есть, но иногда даже и это надоедает. Кстати, цены в 7-Eleven всегда дороже, чем в больших магазинах. Поэтому, если вам надо что-то купить, покушать, приготовить, лучше ехать в большие супермаркеты. Вот этот вот сидр, например, я пробовала за 4500, очень вкусный, со вкусом клубники и лайма. Сомерсби популярный, 4200. Напитки не дешевые в 7-Eleven, они в 2 раза дороже, чем в больших магазинах. Вот, например, фанта по 2100. Иногда бывают акции, смотрите внимательно. Вот, например, когда акция 1+1, это значит, что вы берете один напиток, второй идет в подарок. Или 2+1, берете 2 напитка, третий в подарок. Это очень распространено здесь, в Корее и в Гонконге это было распространено. А еще у них очень много напитков бескалорийных. Вот, например, смотрите, какое их количество. Это еще здесь мало. Вот они. Вот это все бескалорийные, 0%. Это обидно, потому что хочется вкусняшек, а мы такой не пьем. Булочки, шоколадки.
Харибо мои любимые. Вот эти вот мне очень нравятся шайбы по 2500. Сейчас я вам покажу нашу комнату. Мы, конечно же, очень впечатлены ей. В Корее много, кстати, хороших отелей по доступной цене, поэтому есть из чего выбрать, в отличие от Гонконга. Пройдем в наш номер. Мы находимся на 11 этаже. Здесь мы оставляем нашу обувь. И посмотрите, начиная даже с мусорного ведра, есть инновации. Большой холодильник. Как обычно, нам оставили 2 бутылочки воды. Кстати, еще надо отметить, что все работает от карты. Здесь у нас есть ложка, чтобы было удобно одевать обувь. Так, я даже немножко переживаю, потому что у нас очень красивый номер, и я безумно довольна. У нас есть стиральная машина, электрическая плита, вытяжка, очень много шкафчиков, в которых можно расположить всю кухонную посуду, если вдруг вы остаетесь здесь надолго. Но здесь уже кое-что есть, например, набор сковородок. Также есть ложки, палочки. Это набор для барбекю. Помимо этого есть, конечно же, и тарелки, и стаканчики. Помимо этого есть и микроволновка, чайник. Всегда приносят чай, стаканчики, кофе. Из необычного у нас есть веранда. Прям, знаете, как целая комната. Сейчас я вам покажу. Выходим сюда. У нас здесь есть отдельный стол, где можно проводить и ужины, и завтраки. Помимо этого у нас есть гриль, на котором можно делать барбекю. Кстати, я не знаю, для чего вот этот вот душ, но предполагаю, что, возможно, это для того, чтобы мыть гриль. Если вы знаете, напишите об этом в комментариях. Можно открыть балкон. И здесь у нас вид на море, на пляж. Сейчас я вам покажу нашу спальню. Здесь рабочий стол, огромный телевизор, просто практически кинотеатр. Конечно же, как всегда, есть управление кондиционером. Большая двухспальная кровать, по 2 подушки. Не во всех отелях это есть. Очень комфортный матрас, тумбочка. Здесь у нас журнальный столик, кресло. И вот это вот хочу заострить внимание. Это что-то с чем-то, потому что мы вообще видим впервые. Мы так понимаем, что это шкаф для того, чтобы утюжить одежду. Для нас это в диковинку, я даже не представляю, сколько стоит это в России. То есть вы вешаете одежду свою, которую хотите поутюжить, либо брюки вставляете сюда и нажимаете режим утюжки или отпаривания. Я не знаю, как правильно это называется. Если вы знаете, тоже напишите об этом в комментариях, но мы это еще, наверное, будем пробовать. Дальше покажу вам еще нашу ванную комнату. Огромная джакузи, душ тропический. Есть и шампунь здесь, кондиционер, гель для душа, зеркало. В общем, все удобства. Отдельно раковина стоит, тоже есть различные косметические наборы, шкафчик, ну и туалет тоже с управлением. Понятное дело, что можно рассказать про туалет, но вот здесь, если разобраться, тут есть и подмыв, и смыв, и все что угодно. В общем, отель у нас, конечно, шикарный. И комната здесь стоит всего лишь от 60 тысяч вон. То есть это совсем недорого за такой комфорт. Сейчас мы вышли из нашего отеля. Видим очень много высоток в нашем районе. Также ведутся какие-то строительные работы, много строят новых зданий. А мы сейчас находимся на остановке. Ждем, как всегда, автобусов, потому что передвигаемся в основном на автобусах по Южной Корее. Очень это удобно. И давайте вам покажу еще занимательную вещь. Помимо того, что здесь есть табло с номерами автобусов, и когда он приходит, вот, допустим, 36-й автобус через 19 минут, 181-й, который нам нужен, через 6 минут. Очень все это удобно. Также на остановке есть еще специальная станция для заряда мобильных телефонов. Кладем телефончик, и он, о чудо,
заряжается. Вот это высокие технологии. Еще одну фишку остановки я вам не упомянул, друзья. Можно подойти, увидеть кнопку, нажать push, и сверху дует приятный прохладный воздух. Я бы не назвал это кондиционером, но скорее вентилятор с холодным воздухом. Не знаю, как это все происходит, как это все работает. Нажимаете на остановку кнопку, если очень жарко, ну, допустим, как сейчас. И сверху освежает вас приятным ветерком. Сейчас мы находимся на восточном побережье города Пусан. Приехали к храму Хедон Йонгунса с таким сложным названием, но храм очень интересный. Его особенность в том, что он находится прямо у моря. По дороге к храму можно увидеть не только фонарики китайские, но и немножко уличного стритфуда. Что-то жарят, парят. Мы на самом деле в Томочке тоже взяли что-то типа оладушка местного за 2000 вон. Внутри карамели кедровые орешки. А вот ребята, которые там едят наш паштет, называется фишкейк. Ой, ну фишкейк это вообще странная тема. При входе в храм мы видим скульптуры знаков зодиака. Кстати, вот мой любимый дракончик, мой знак зодиака. И по бокам еще стоят стражники. Мы видим, как многие подходят к этим статуям и кладут денежку. Видимо, просят свой именно знак зодиака, чтобы он подарил им удачу. Вот, допустим, мой красавчик. Видите? Сразу видно, что вот мой знак зодиака, да, вот это вот прекрасная свинюшка. Как вы видите, есть даже специальная пагода, где можно помолиться за безопасность на дороге, друзья. Сейчас мы начали наш спуск к храму. К нему ведут 108 ступеней. Также скоро мы увидим красивый вид на скалу, на море. Завернули сейчас в сторону, вышли к обзорной площадке, а также здесь есть статуя Будды, коврики, можно снять обувь, помолиться, ну и просто красивая статуя и шикарные виды. Спустившись немного пониже, мы увидели дерево, на котором есть импровизированные лепестки, где люди оставляют свои пожелания на различных языках. Ну а также открывается шикарный вид на монастырь. Во время спуска к храму, если повернуть налево, где мы с вами только что были, и пройти чуть дальше, можно еще выйти на открытую площадку, на скалу. У нее тоже есть название, достаточно сложное. Здесь встречают рассвет, люди приходят к 5-6 утра. С этой скалы также открывается шикарный вид на буддийский монастырь.
Сейчас обратно возвращаемся на главную дорогу и продолжаем наш спуск вниз к храму. Эта надпись действительно не врет. Возможно, самый красивый храм в Корее. Сейчас мы слышим, как один из монахов в главном зале читает молитву, а совсем рядом расположен сидячий Будда, возле которого можно сфотографироваться. Есть специальная фотозона. Сидячий Будда и небольшая каменная пагода. Сейчас мы поднялись на еще один уровень повыше. Открытое красивое пространство и большая статуя. Ну и помимо статуи Будды, которую мы здесь видим, также открывается вид самой высокой точки этого храма на другие строения, на море, на скалы. Кстати, друзья, если вы хотите оставить пожелания вот на подобных листочках, то вам нужно пожертвовать 5000 вон. И можете взять отсюда листочек, либо серебряный, либо красный. Здесь, конечно, никого нет, строго никто не следит, но стоимость обозначена четкая. Сейчас мы опять спустились к главному храму. Монах все еще продолжает читать молитвы. Ну а мы увидели еще одного красивого, на этот раз лежачего Будду. Очень красиво смотрится каменная пагода в лучах уходящего солнца. Под шум монаха, который читает молитву, и шум моря. После храма мы спешим к автобусной остановке, чтобы отправиться на самый популярный пляж в Пусане – Хэонде. По дороге забежали в Starbucks, который Томочка очень любит. Берем чай латте, 6000 вон, правильно? 6500. Самый большой стаканчик. За самый большой 6500, да. Находимся на оживленной улице, как вы видите за нами. Очень красиво. Сейчас по пешеходному переходу переходим и окажемся на одном из самых популярных пляжей Южной Кореи, не только Пусана. Сейчас проход закрыт к этим скульптурам. Можно полюбоваться на расстоянии метров примерно 7-8. Ну, в общем, все красиво. Здесь и Эйфелева башня, какое-то колесо обозрения, возможно, лондонское. Еще какие-то достопримечательности. Похоже на Капитолий здание. В общем, крайне любопытно. Томас Эдисон.
Сейчас у нас середина мая, погода достаточно прохладная, поэтому никто не купается еще. Но думаю, через месяц, через полтора пляж будет заполнен людьми, особенно в солнечную погоду. С другой стороны, друзья, еще строят другие скульптуры, вытачивают из песка. Проход здесь также закрыт. Видимо, через какое-то время здесь будет либо фестиваль этих скульптур, либо они будут просто демонстрироваться всем людям. На этом пляже вообще проходит очень много различных фестивалей в различное время года, даже зимой. Поэтому сюда не только летом люди приезжают. Сам пляж, продолжительность его порядка 1,5 километров. Береговая линия красивая, широкая, есть набережная. Ну а сейчас мы еще можем наблюдать большие волны. Пляж оказался очень красивый, особенно, знаете, на фоне города, больших зданий, все эти песочные фигуры. Жаль, конечно, что сейчас не летнее время, когда можно было бы искупаться. Ну а мы, друзья, увидимся с вами утром, не прощаемся. Завтра продолжим нашу прогулку по городу Пусан. Новый день, новое утро. Мы пришли на завтрак. Good morning. Посмотрим, что у нас здесь есть. Различные булочки, хлеб, можно сделать тосты, сыр, сочные апельсины, салатик, рис жареный с овощами. Здесь у нас каша, похоже даже на манну. А, нет, ребята, это картофельный суп. Знаменитый местный картофельный суп, мы просто его еще ни разу не пробовали. Кимчи для любителей поострее, сосиски, омлетик и жареный нежный бекон. Помимо этого у нас есть станция напитков. Я вам сейчас ее покажу. Здесь также можно сделать хлопья, шоколадные, кукурузные. Есть апельсиновый сок, молочко и также есть еще кофе свежезаваренный. Итак, друзья, после завтрака мы на метро и на автобусе наконец-то добрались до нашей первой достопримечательности. Это будет буддийский храм, который называется Помаса. При входе на территорию парка, где располагается храм, до которого нам предстоит еще идти, нам любезно подсказывают информацию. Есть специальная стойка туристическая. На самом деле я встречала очень много по Корее таких туристических информационных центров, где вы можете зайти, спросить, что вам необходимо, вам подскажут и номера автобусов, и как пройти. И даже могут вам выдать специальную карту с маршрутом, с описанием на английском языке.
подняться к храму Помоса, который располагается на горе, нужно вначале пройти путь из 3 ворот. Сейчас мы находимся у 3-х уже. Каждый из них что-то символизирует, свое, особенное. Постоянно поднимаемся вверх по лесенкам и уже скоро увидим главное здание. Перед главным храмом есть цветные фонарики, очень красивые, и на них еще висят таблички с пожеланиями. Любой желающий может купить эту табличку и повесить ее с помощью стремянки. Сейчас, друзья, мы стали невольными свидетелями проходящей медитации. До этого мы заходили в храм, где люди могут попросить, помолиться Будде, да, а здесь уже медитация проходит. Выглядит все очень интересно. Многие подходят к горному роднику, чтобы попить из него водички, немного освежиться, особенно в такую жаркую погоду, как сегодня. Выглядит неплохо, прям вода из бамбука. На территории храмового комплекса очень много сооружений. Помимо Королевского дворца, здесь также есть различные павильоны, есть пагода, есть хижина отшельников. Еще одна красивая постройка с огромным колоколом. При желании даже можно в него ударить. Но, наверное, мы этого делать сейчас не будем. Друзья, напишите ваше мнение в комментариях, какой храм вам больше понравился. Вчерашний, который был рядом со скалой и с морем, или сегодняшний, который находился на горе. На наш взгляд, наверное, все-таки вчера был храм более изящный, более симпатичный и интересный. Но сюда также рекомендуем приехать, особенно тех, кто любит буддийскую культуру. Сейчас мы приехали в другую часть города Пусан, добирались на автобусе, на метро, но сам путь уже вам не показываем. И оказались, пожалуй, у главной достопримечательности этого города. Это культурная деревня. Такой открывается панорамный вид. Имя у этой деревни Камчхон, и некоторые ее сравнивают с Мачу-Пикчу. Правда, не совсем понятно, потому что здесь скорее похоже на какую-то коммуну 13, то есть разноцветные домики, нежели чем древние сооружения. Получается, в самом начале пути открывается самый потрясающий вид на всю эту деревню, на цветные домики. Насколько я знаю, кто-то из местных жителей соглашается, чтобы участвовать, чтобы быть частью этого арт-объекта. И тогда правительство делает в этом доме ремонт, помогает там делать кровлю, еще что-то. А кто-то из жителей этой деревни отказывается, скажем так, быть на виду у туристов и живут тихо своей жизнью. Сейчас мы гуляем по деревне, видим много различных кафешек, магазинчиков, хендмейд, сувенирчики. В общем,
Тропки ведут то вниз, то вверх. Извилистые, поэтому ходим, гуляем. А если вы хотите полностью углубиться в атмосферу этой деревни, можете остановиться здесь прямо в гестхаусе, потому что именно вот таких семейных гестхаусов здесь тоже очень много. В прошлом году мы путешествовали по Колумбии, по городу Медельин. Если вы еще не видели эти выпуски, обязательно посмотрите их на YouTube-канале. Так вот, там в этом месте, Коммуна 13, где такие же цветные домики, там была, знаете, своя атмосфера, кто-то танцевал, было тоже много очень магазинов, там было такое, было шумно, было интересно, а здесь наоборот, все спокойно, можно заходить в галереи, смотреть. Но, не знаю, нам, наверное, в Коммуне 13 даже понравилось больше, чем на этой улочке. Да, здесь как-то слишком тихо, спокойно, здесь в основном кафешки, инста-зоны, вот, но людей очень мало и какого-то веселья нет. Хотя мы слышали, здесь проходят и мастер-классы. Ну, возможно, в какие-то определенные дни. Это да, не каждый день. Территория-то большая, на самом деле. Мы еще далеко не везде здесь смогли пройти. Можно подняться еще высоко наверх, но мы решили немножко, так сказать, по упрощенной, по сокращенной программе здесь пройтись. Когда много путешествуешь, невольно сравниваешь какие-то достопримечательности в других странах. Вот эта лестница, например, очень похожа на ту, которая была в городе Стамбуле, в районе Балат. Здесь она тоже очень красивая, яркая. Сейчас мы завернули на местный маркет. Здесь мы видим и скульптуры различные, и какие-то сувенирные магазины. Также продают овощи. Только что был перец на ваших экранах, который продавался в огромных мешках. Вот овощи, пожалуйста. Зелень. Совсем немноголюдно здесь. Видимо, ждут туристов, но они сюда почему-то не идут. Да мы, кстати, тоже, на самом деле, с трудом нашли это местечко. Рынок оказался маленьким, не впечатляющим. И сейчас мы выходим на главную дорогу. Пожалуй, съездим еще куда-нибудь. Мы сейчас находимся в центре Пусана, где располагается знаменитая площадь, которая называется БИФ. Сейчас мы проходим так называемую аллею звезд. Здесь отпечатки пальцев знаменитых актеров, корейских в основном. Данная улица популярна не только своей аллеей звезд. Кстати, она здесь неспроста. В Пусане проводится международный фестиваль. И это такое большое событие, которое проходит именно в этом городе. А также еще эта аллея популярна своей уличной едой, стритфуд. Наверное, чуть попозже будет еще больше палаток. Но пока мы все равно видим, на самом деле, большое количество, и шашлычки готовят. С этой стороны мы видим каштан. На самом деле мы уже пробовали подобный каштан, он очень вкусный, жареный. Ну, давайте немного покажу вам еще стритфуда. 1,2,000. What is it? Korean hot. Very good. One peanut. Food. And tell me one more time, what is the name of this? Oh, margarine. 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 Ну, сейчас попробуем за 2000 вон местную лепешку, называется магани. Margarine very good. И как всегда в стакане. Мне нравится, как они упаковывают. Многие стритфуд обязательно стакан. Горячо. Я думаю, она будет прям сладкая. Знаешь, такой немножко соленый вкус. Я говорю, мы с тобой не пробовали такую лепешку. Да, это другая. Вкусная?
Да, вкусно. Солененькое, да, такое тесто? Солёное Получается, и с именно орешками. тесто. Кисленькое. Да, здорово. И внутри орехи различные, там и какие-то семечки, и арахис, еще что-то. Также продают очень много шпажек. Вот это очень популярное. Это некое тесто, которое вымачивается то ли в рыбном, то ли, ну, что-то связано с фишкейк. Называется фишкейк. То есть в рыбном соусе вымачивается, получается у этого теста рыбный вкус. Дамплинги различные, роллы из овощей. На самом деле улица небольшая получается, Марьяна, она уже заканчивается через 100 метров буквально. Может, вечером больше шоколада? Да, ну сейчас гулять комфортно. Сейчас времени около 5 часов, наверное. Людей не так много. Есть палаточки, есть что выбрать, но никакой давки здесь нет. Так, давайте еще заглянем. Рыбка, да? Рыбка, да? Ну, сушеная. Сушеная рыба. Здесь какой рыбы только нет. И кальмары, и не кальмары, да? Кажется, вот это мне понравится. Да, наверное. Есть и осьминоги, смотри, какие сушеные, или как они правильно называются. Это осьминог или кальмар? Это большой кальмар, да. Большой кальмар, гигантский кальмар, я бы сказал. Ну и популярнейший десерт, наверное, во всей Южной Корее. Это карамелизированные фрукты. Такие шпажки продаются. Клубника, мандарин, виноград. Сегодня во второй половине дня мы, так же как вчера, приехали на пляж. На этот раз другой пляж, он называется Кванали. Но так же, как и вчера, купаться мы сегодня не будем. Да, хотя особо смелых людей мы здесь видим. Вот здесь ребята купаются, вот здесь также была, да, вот небольшая группа из ребят, которые купаются. Поэтому тем, кому очень хочется, в середине мая все равно может здесь искупаться. Пляж похож немного на вчерашний, продолжительность его тоже порядка 1,5 километров, чуть-чуть поменьше. Также он находится в черте города, высокие здания красивые, но здесь есть небольшая особенность. Прямо по курсу, вот здесь вот виднеется мост продолжительностью чуть менее чем 4,5 километра. Мост автомобильный, и когда солнце садится, он очень красиво подсвечивается, поэтому сюда предпочитают приходить вечером. Вот мы тоже сейчас ждем, пока сядет солнышко, и мы увидим красивые виды вечернего города Пусан. Кто-то занимает свободные места под грибком. Можно постелить плед, достать еду и напитки и также ждать заката. А мы прогуливаемся вдоль береговой линии. Погода теплая, здесь ветра нет, в отличие от вчерашнего дня. Waking in the dark, no sense of time. No one else around, but I like being alone. Alone. Waiting on the beachside, sky is clear. No one else around, and it feels like Мы провели в Пусане 2 дня. Это оказался очень интересный, красивый город, красивые пляжи, интересные места. И спасибо, что вы провели эти 2 дня вместе с нами, друзья. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите любые вопросы и до новых встреч. Да, до новых встреч, скоро увидимся. we can settle down.